Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом своего любимого салата-закуски, который я готовлю на все праздники. Эта закуска действительно потрясающе вкусная, красивая, необычная, с очень ярким пикантным вкусом. Хороша она еще и тем, что часть компонентов можно менять в зависимости от ваших предпочтений или наличия продуктов в холодильнике. Основой этой закуски является фаршированный перец и еще несколько овощей. А в остальном можно добавлять ваши любимые ингредиенты, расскажу какие в процессе готовки. Я много раз экспериментировала с компонентами, сегодня покажу один из вариантов. Итак, это те продукты, которые мне понадобятся для этой закуски. Вначале разминаю 100 граммов сыра феты вилкой. Фету берите не очень соленую. Добавляю 65 граммов сметаны, у меня жирностью 20%. Сметану можно заменить греческим йогуртом. Выдавливаю 2 средних зубчика чеснока через пресс. Добавляю пол чайной ложки тимьяна. У меня сушеный, можно взять и свежий. Получится еще ароматнее. Черный молотый перец по вкусу. И примерно 1/3 чайной ложки орегано. Все хорошо перемешиваю вилочкой. Не рекомендую добавлять больше сметаны и делать массу более жидкой. В процессе покажу почему. Консистенция должна быть достаточно густой и упругой. Перемешиваю я ее с небольшим усилием. Когда переворачиваю лопатку, то начинка не стекает. Пока отставляю начинку в сторону и займусь перцем. Для этой закуски понадобятся 2 средних перца сорта Рамира. Это длинный сладкий сочный перец с приятным насыщенным вкусом. Выбирайте плоды упругие, гладкие, не приплюснутые, среднего размера, чтобы их можно было легко заполнить начинкой. Острым узким ножом срезаю шапочку и удаляю сердцевину с семенами. Кончики я также срезала. Это позволит лучше и проще начинить перцы. С помощью узкой чайной ложки с длинной ручкой заполняю перец подготовленной начинкой. Этот объем начинки как раз рассчитан на 2 перца весом 210 граммов. Ложкой помогаю проталкивать начинку. Можно также постучать перцем о стол, начинка так лучше будет проваливаться. Аналогично начиняю второй перец. Вот что у меня получилось. Перцы пока убираю в холодильник для стабилизации, можно их обернуть в пищевую пленку. А пока займусь нарезкой овощей. Половинку сладкой луковицы нарезаю очень тонкими полукольцами. Для салата половинки будет достаточно. Лук является обязательным компонентом этой закуски, я его ничем не мариную. Еще один обязательный компонент – это помидоры черри. Разрезаю их пополам и складываю в миску к луку. Также нарезаю пополам маринованные шампиньоны. Пропорции продуктов я, конечно же, укажу в описании под видео, но вы можете брать то количество, которое считаете нужным. То есть каких-то ингредиентов добавить больше, а каких-то меньше. Нарезаю оливки. Оливки, конечно же, можно заменить маслинами. Так салат будет выглядеть более ярко и контрастно. Просто у меня сегодня в наличии оливки. Достала перцы из холодильника. Начинка немного охладилась и стабилизировалась. Теперь перец будет легче нарезать. Нарезаю кружочками толщиной около 1 см. Посмотрите, как хорошо держится начинка. Это все потому, что я не стала добавлять больше сметаны и делать начинку более жидкой. Может показаться, что жидкой начинкой легче наполнить перец. Возможно, это так, но при нарезании жидкая начинка не будет держаться, а просто будет вываливаться из нарезанных кусочков. Это уже проверено. Кстати, перец можно нафаршировать заранее, например, за день до подачи на стол, обернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник. А перед подачей нарезать. К праздникам я именно так и делаю. Теперь делаю заправку для салата. В миску наливаю 2 столовые ложки оливкового масла. Добавляю пол чайной ложки сушеного розмарина. Можно взять и свежий. 1/3 чайной ложки орегано. Черный молотый перец по вкусу. Перемешиваю и половину заправки добавляю в порезанные овощи. Вторую часть заправки пока отставляю в сторону, она мне пригодится позже.
Вместо маринованных грибов в эту закуску можно добавлять, например, маринованные корнишоны, патиссоны или початки кукурузы. Все эти компоненты превосходно сочетаются друг с другом и дополняют эту закуску. Я пробовала готовить со всеми перечисленными ингредиентами. Каждый раз получается новый вкус, закуска играет по-новому, но всегда получается очень вкусной и сбалансированной. Приступаю к сборке салата. На сервировочное блюдо выкладываю все подготовленные овощи. На овощи порезанный фаршированный перец. Я не перемешиваю перец и выкладываю его отдельно, чтобы не повредить и сохранить начинку. Сверху поливаю оставшейся заправкой. Для подачи на праздничный стол я обычно еще украшаю кедровыми орешками и поливаю гранатовым соусом или бальзамическим соусом. Не уксусом, а именно соусом. Он имеет более густую консистенцию. Но сегодня я этого делать не буду и оставляю так. Я очень рекомендую всем приготовить эту вкуснейшую оригинальную закуску и особенно на праздничный стол. Уверена, что вы сможете удивить ваших гостей и уж точно разнообразите меню этим красивым, ярким, необычным блюдом. Всем желаю приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, впереди будет много интересных рецептов.